Народ, всем привет! И снова в какой-то веке нейронка, которая заслуживает внимания и небольшого обзора. Смотрите, что у нас здесь. У нас здесь трехмерное пространство. Трехмерное пространство, которое создано из одной единой картинки. Оно при этом не искаженное, то есть, смотрите, в ближайшей перспективе не искаженное. Вот, например, как здесь выглядят двери. Это сбоку. Вид сбоку просто, если раньше можно было спроецировать картинку где-нибудь в After Effects, да, например, то все там достаточно сильно менялось и искажалось. Здесь же все стабильно. Вообще, друзья, это другая технология, но которую мы уже упоминали. Это технология NVIDIA Nerve, то есть Neural Radiance Field. Нейросеть по этой технологии создает облако частиц, и это облако формирует трехмерные объекты. То есть все, что здесь вы сейчас видите, все это сформировано из мелких частиц. Наподобие того, как картинка формируется из пикселей, здесь трехмерное пространство также заполняется, уплотняется маленькими частицами. Вот смотрите, например, попробуем войти в стену, как бы это странно ни звучало. И те, кто знаком с этой технологией, Nerve-технология, можете видеть вот эти вот частицы, которые здесь в размытом состоянии вот так вот появляются туда-сюда. Я уже делал обзор на Nerve, но там нейросеть была в зачаточном состоянии. То есть, чтобы сделать какое-то вот трехмерное представление, нужно было загрузить в нейронку несколько последовательно сделанных фотографий с разных углов. Тогда нейронка начинала понимать, что это за трехмерный объект, проанализировав его с разных сторон, с различных углов обзора. Здесь же, друзья, все совершенно по-другому. Эта технология, она развилась и теперь сама додумывает, что нужно сгенерировать. Не нужно скармливать большое количество картинок с разных углов. Достаточно одной картинки, а можно обойтись вообще без картинки, то есть только используя промпт. Одним лишь промптом. Это, несомненно, дальнейшее развитие вот этой технологии, кстати, про которую писали, что все, она загнулась, она больше не будет развиваться. Но нет, друзья, она развилась. Есть удобное управление, можно туда-сюда ходить и смотреть. Нейронка, которая использует эту технологию, называется Marble. Здесь есть примеры, которые хороши для VR. Вот здесь вот даже. То есть можно одевать очки, смотреть это все. Ну и в перспективе это, конечно, может использоваться для игр. Почему? Потому что с дальнейшим развитием все будет еще круче. И можно будет использовать прям для создания уровней, для конвертации между различными трехмерными форматами и так далее. Но сейчас, хоть это и большой шаг вперед, здесь сохраняются некоторые ограничения и некоторые условности, так сказать. Значит, как я уже сказал, мы сюда загружаем картинку. Эта нейросеть, кстати, сейчас в закрытом доступе. Мне ее дали через мои каналы. В открытом доступе ее нету. Полученные генерации можно скачивать вот в разных форматах. Есть два режима генерации, то есть простой. Нейронка генерирует достаточно простенько, где чего хватает просто для вращения вокруг, и расширенный режим генерации, когда нейронка продумывает все более-менее детально, как это сделано на этом примере. Итак, в чем состоит ограничение? Ограничение состоит в длине сгенерированной локации. То есть вот здесь вот вы можете видеть, как пропадает четкость, и характерные вот эти артефакты для Nerve сетей появляются. Да? Видите, здесь детализация пропадает, в этой части коридора становится уже мало детализировано. В этом проявляются сейчас вот эти вот лимиты нейросети. Но, как я уже сказал, это все подлежит усовершенствованию, улучшению, и можно даже доводить до такого, я считаю, что нейросеть будет генерировать ближайшие локации прямо на ходу, если есть там мощные какие-то NVIDIA сервера. Если этим займется какая-нибудь корпорация типа Google, да, то при учете доработки алгоритмов все это реально, все это можно сделать. То есть вот такие вот трехмерные игровые локации на технологии Nerve. Поэтому я категорически не согласен, что этой технологии конец. Мы вот прямо здесь видим ее развитие, улучшение и продолжение. И это весьма здорово. Это конкурент тому, что показывает сейчас Google со своим Genie 3, где генерируются видеокадры. Здесь совершенно другая технология. Итого, если вот эту вот технологию будут поддерживать, будут ее развивать, то у нас получится два разных направления по играм, по нейроиграм, которые должны будут развиваться. Это очень здорово, и это очень правильно. И с этого пути нельзя сходить никак. Чтобы
чтобы эти технологии между собой как-то конкурировали. Да, кстати, почему я не сделал обзор на Mirage 2, про который было предыдущее видео на этом канале? Потому что в Mirage 2 из 10 генераций только в одной хоть кое-как-то будет работать управление. В остальных случаях ничего не работает, смысла даже делать на такой обзор не было. Я считаю, что разработчикам не нужно было бы даже и релизить что-то, выпускать, не доработав это как следует. Итак, ну а здесь мы давайте посмотрим, продолжим смотреть различные примеры. Здесь вот видите, уже где-то ближе к концу коридора начинаются такие вот вертикальные смещения в дверях, то есть уже не такие они и прямые получаются. Но давайте посмотрим еще пару примеров. Я здесь достаточно тестов различных провел с различными стилями и картинками. Картинка, которая сюда загружается, она перерабатывается той нейросетью, которая здесь есть внутри Marble. То есть, если вы закинули картинку с другим стилем, в котором мелкие детали были какие-то определенные, относились к какому-то типу арта, то эта нейронка мелкие детали переработает, сделает картинку такой, на которую у нее заточен ее BIAS, да, то есть ее датасет. Давайте посмотрим еще один мрачный пример, вот этот с бункерами. Я думаю, что нейронка здесь неплохо справилась с ним. Вот так вот выглядит процесс начальной загрузки, то есть какие-то частицы в абстрактном представлении, которые потом уплотняются и предстают в такой вот локации. Так, значит, здесь у нас бункер с различными серверами. Это пример, который я использовал раньше в тестировании нейросетей. И смотрите, вот этот вот угол обзора — это та картинка, которая была изначально загружена. Когда локация сгенерирована, вы можете обнаружить, что и обратная сторона появляется, да, то есть у плоской картинки, которую вы раньше где-то сгенерировали, раз, и добавляется то, что происходит сзади нее. То есть нейросеть додумывает, чтобы было на этой картинке позади, да, если, например, мы снимали это на фотоаппарат, чтобы было позади фотографа. И вот что она здесь додумывает. Значит, какая-то дверь, в принципе, похоже на то, что спереди, но немного отличается. В некоторых примерах отличается достаточно сильно. Сейчас я вам покажу один такой пример. И то, что сзади, оно, как правило, не так сильно прорабатывается, как то, что вот здесь вот впереди, значит, перед камерой, перед точкой обзора. Прорабатывается, кстати, для нейросети Nerve достаточно неплохо. То есть, посмотрите, не только то, что было видно спереди, то есть, например, спинка стула, которая была на картинке, но также добавляется и то, что должно быть позади. Эта нейросеть сама автоматически додумывает. Ну и, например, вот эта вот часть боковая монитора, да, то есть на картинке, на плоской картинке ее не было. Здесь нейросеть ее добавляет, вставляет в трехмерном пространстве. Вообще, если так подумать, то потенциал у этой технологии очень большой, да, то есть нейронка может додумывать, генерировать так бесконечно, бесконечный мир какой-нибудь можно даже сделать. Если все это на ходу будет прорабатываться, но это требует доработки алгоритмов и мощного железа от NVIDIA. Вот так вот, друзья, у нас получается. Ну и как обычно, в конце этого коридора здесь у нас лимиты вот такие вот вылезают, компьютеры расплываются и так далее. Еще раз говорю, все это можно улучшать при условии, что над этим будут работать хорошо. Давайте перейдем к следующему примеру. От мрачного примера мы переходим к примеру с яркими цветами и красками. Это значит, у нас тут локация по типу Super Mario, или как там, Mario 64 назывался на Nintendo, да. Видим здесь еще блочные такие вот облака. Ну, изначальная картинка была сгенерирована в другой нейросети. Ну и смотрите, что нейросеть добавляет сзади. То есть, если мы поворачиваемся на 180 градусов, здесь появляется вот такой вот замок. Это уже работа именно вот этой нейросети. То есть, в промпте, наверное, такого не должно быть, хотя сейчас проверим. Получается вот такой вот замок. Неожиданно. Розовый. Понятно, что вблизи там все будет расплывчато, но здесь на небольшом отдалении от центра выглядит неплохо. Круглые деревья. Где-то нейросети хватает когерентности для того, чтобы сохранять их круглыми, а где-то, видите, немножко дерево обрывается. Это все, друзья, зависит от мощности нейросети. И чуть-чуть еще добавить ей мощности, будут
будут происходить удивительные вещи. Будут добавляться и задние стороны объектов, которые исчезают. Но более того, кроме этого, могут добавляться и, например, люди, персонажи и так далее. Я думаю, что, кстати, этот алгоритм нужно дорабатывать еще и на динамику, я думаю. То есть создать, например, какого-то движущего персонажа, это потребует переработки алгоритма, добавления новых функций. Вот так вот, друзья, значит, такая вот цветастая картинка, по которой мы можем погулять. Очень прикольно. Посмотрим, друзья, еще вот этот вот пример. Здесь у нас достаточно приятная локация с витражами, сквозь которые падает свет. Понятно, что свет этот статический, он как бы запекается здесь, да? И, ну, я думаю, в принципе, тоже для того, чтобы сделать свет динамическим, нужно работать над этой технологией. Это то, что происходит сзади, это то, что отсутствовало на картинке. Это поворот на 180 градусов, да, изначально было вот так вот. Здесь нейросеть добавляет, я не знаю, что это такое, это, возможно, статуя кота какого-то белого, там, какого-нибудь животного. Если мы ближе подойдем, там все размоется, мы не увидим вообще ничего. Вот. Здесь нейросеть еще добавляет какие-то текста на стенах. Интересно, тратит ли она когерентность на то, чтобы вместить сюда что-то осмысленное. Это ведь лишняя трата ресурсов. Надеюсь, что нет. Ладно, это не важно. Но все равно посмотрите, как здорово выглядит эта сцена. Кстати, можно и вверх, и вниз опускаться. Правда, управление мышью здесь сделано неудобно. Здесь нужно зажимать и перетаскивать для того, чтобы поворот камеры произошел. Я считаю, что это не оптимально. Можно было бы сделать простое управление мышью. Но, тем не менее, смотрите, как классно это выглядит. До определенной дистанции. Потому что дальше пойдет ограничение и лимиты. Очень-очень здорово в некоторых примерах это выглядит, впечатляет. Еще пару примеров, друзья. Пример такой вот библиотеки на, не знаю, на корабле чужих. Что-то в таком роде. Смотрите, здесь у нас на полу видны провода, которые идут по полу. Кабели в большом количестве. В общем, корабль чужих, и здесь тут такая вот библиотека. Ну или тоже серверная. По светящимся огонькам можно предположить, что все-таки серверная с компьютерами управления. И что еще я хочу отметить? Значит, всякие вот такие вот мелкие штуки типа проводов, особенно если они идут по небу, нейросеть эти штуки портит. Да, то есть провода, которые идут тонкой линией, они исчезают, становится там просто месиво какое-то на этом месте. Но здесь все нормально, потому что они прикреплены к полу, и они как-то вроде бы имеют больше отношения к текстуре, чем к отдельным объектам, которые, например, висят где-то. Иначе в других случаях, да, то есть при таком вот небольшом разрешении понимания нейронкой, что происходит в сценке, такие объекты могут портиться. Но здесь нет, здесь все, видите, более-менее прикольно. Получается у нас вот такая вот локация, ну и, конечно же, задняя часть, более темная. Один источник света получается у нас здесь сверху. Ну и вот эта вот часть, я считаю, что нейронка могла бы здесь сделать чуть получше работу, провести. Но, тем не менее, она это все ограничила. Что еще? Когда нейросеть анализирует картинку, она делает анализ содержания, по нему составляет промпт, а также анализ геометрии. То есть, например, высота потолка. Нейросеть все делает правильно, все правильно определяет и все правильно генерирует. В других случаях, например, в том же Мираже, это все к какому-то кринжу приводило. То есть нейросеть, неправильно определив высоту объектов, высоту стен, потолков, она создавала какие-то непонятные, в общем-то, пропорции. Да? То есть то персонаж мог слишком мелким становиться, то само пространство могло как-то быть искаженным, неправильно спроецировано. И эта нейронка с этим справляется намного лучше.
Вот такое вот наблюдение. Ну и давайте еще один примерчик посмотрим. Это пример, который я показал в телеге. Здесь у нас комната тоже с некоторыми объектами. То есть там кровать. Здесь в начальном расположении это выглядит весьма впечатляюще, удивительно. Я думаю, что только, не знаю, вот этот вот шкаф, может быть, как-то немножко сюда не вписывается, в этот цветной интерьер. Значит, здесь у нас простыня с немного нечеткими квадратиками. Но, тем не менее, значит, сзади все проработано. Здесь сзади то, чего не было на картинке. Здесь добавляются двери какие-то. Очень прикольно. Объекты различные и так далее. В общем-то, друзья, эта технология, она работает, как вы понимаете, с точки зрения управления намного лучше, чем там, где генерируются видеокадры. Там зачастую что-то непонятное происходит. Ну, во-первых, очень большие лаги и так далее. А здесь уже все сгенерировано, уже все готово, уже отзывчивая реакция на нажатие кнопочек влево-вправо и так далее. Вот так вот, друзья. Я считаю, что у этой технологии мог бы быть гораздо больший потенциал, чем вот у этих всяких Genie 3 от Google. Потому что на ходу, если мощнейший какой-нибудь компьютер, на ходу он может догенерировать рядом находящиеся локации. Вот, например, допустим, представим, что нейросеть может открывать дверь, да? И когда мы к этой двери подходим, нейронка должна сгенерировать то, что находится за этой дверью, учитывая контекст и учитывая содержание. Реально ли это сделать? Конечно же, друзья, реально при наличии мощных ресурсов по железу и при улучшении алгоритмов, при дальнейшей работе над всем этим. Поэтому вот так вот, друзья, еще одна технология, которая может пригодиться в генерации игр, это Nerve, да? То есть снова мы про нее слышим, снова мы про нее говорим. Когда мы в первый раз обсуждали это, там у 3D-шников немножко пригорало. Они говорили: о, да это там фигня какая-то, частицы где-то в воздухе болтаются, как это можно применить для объектов. По-моему, с тех пор уже и сделали конвертеры, которые могут более-менее это делать и так далее. Поэтому ничего не загибается, над технологией работают, ее развивают. Ее постоянно, кстати, используют в исследованиях NVIDIA, по-моему, даже еще и в Тесле. Это где-то применялось для того, чтобы генерировать отображение улиц, где у них там такси едет, да. Там много всего они используют, в том числе они использовали и Nerve. Я напоминаю, что на этом канале мы в дальнейшем будем за подобным следить, отслеживать, потому что с генерацией картинки отдельно там все понятно, там, в общем-то, ничего нового сейчас не происходит, а вот здесь вот можно ожидать самое интересное. Поэтому не забывайте подписываться, благодарю всех, кто ставит лайки, и всем удачи, друзья, до новых видео.